Всем привет! И в сегодняшнем видеоролике я вам покажу довольно старую модель легкового автомобиля марки Mercedes-Benz, модель S500, кузов W140, масштаб 1:43. Эту модель выпускал производитель XO Models, машина уже снята с производства, и этот автомобиль можно было спокойно приобрести около 10 лет назад в любом крупном онлайн-интернет-магазине. Цена на то время составляла около 30 евро, вполне адекватная сумма за такое качество исполнения, и трудно сказать, будет ли переиздание этих моделей под брендом XO, потому что обычно не пишется тираж на коробочках, но за последние годы я не видел этих Мерседесов в других вариантах окраски. Хотя помимо XO Models, похожий автомобиль также выходил в рамках журнальной серии Mercedes-Benz Collection, точно на таких же формах, и автомобиль из журнальной серии был окрашен в серебристый цвет. И если говорить о качестве проработки, то эту модель можно поставить на один уровень с продукцией Шуко и продукцией раннего Mini Champs. И эта модель мне понравилась тем, что здесь представлена короткобазная версия в варианте рестайлинг. И вот именно такой вариант исполнения, помимо XO, на сегодняшний день предлагает только производитель Spark Models, но есть некоторые оговорки. И на мой взгляд, что у Spark, что и у XO получилась не очень удачная модель, и на мой взгляд, это больше сборная солянка. И вообще, если говорить о подобных Мерседесах в 43-м масштабе, то эту машину предлагал несколько производителей. Наиболее старая модель от Шабок, всем известный Mercedes. И, конечно, это модель прошлого века, у нее более простые формы, но вот у Шабока получилось, на мой взгляд, очень хорошее изделие, которое прекрасно передает образ настоящего прототипа. Тем более, эта машина обладает функционалом. У нее открывается капот, открывается крышка багажника, также открываются дверки, и у модели подрессоренная подвеска. И второй Mercedes, который мы рассмотрим в плане сравнения с сегодняшней моделью, это автомобиль от Mini Champs. На мой взгляд, это лучшая реинкарнация 140-го Mercedes на сегодняшний день. Эта модель довольно редкая, но не так давно эти машины перевыпустили в чуть упрощенном виде в коробочках Maxi Champs. И на оба Mercedes в черном и серебристом цвете я делал детальный видеообзор. Кому интересно, можете найти видеоролики на моем канале. И модели от Maxi Champs сегодня мы рассматривать не будем, потому что они особо не отличаются от вот этой эталонной модели. И здесь представлена ранняя версия с удлиненным типом кузова. И что мне понравилось в модели от XO, так это то, что здесь двигатель V8. 5-литровый. И обычно, если мы говорим о многих брендах, то они берут за основу топовую модель. Обычно, если это Mercedes, то он в черном цвете, а вот у этого автомобиля очень интересный темно-зеленый вариант окраски, и цвет меня тоже подкупил на приобретение этой масштабной копии. Если вы посмотрите на оформление упаковки, то здесь картонка по своему дизайну очень похожа на продукцию Шуко. Объемные логотипы под углом, и вот именно такие темные логотипы были на многих ранних коробочках от бренда Шуко. Если посмотреть на боковую крышечку, то здесь есть наклейка с артикулом модели, указан прототип Mercedes-Benz S500, W140, и модель копирует автомобиль 94 года выпуска. И на второй стороне также есть дублирующая наклейка. Эти наклейки обычно клеили онлайн-интернет-магазины, и, по-моему, эту модель я покупал в немецком магазине. Также на задней стороне есть вот такая защитная наклейка, которая нам говорит о том, что эта модель изготовлена по лицензии. И также на нижней стороне есть различная информация, которая касается производителя масштабных копий. И также есть памятка, гласящая о том, что эту модель нельзя держать под открытыми солнечными лучами. И если говорить о моделях от XO, то этот автомобиль предлагался в двух вариантах исполнения. Первая базовая модель в темно-зеленом цвете, как раз сегодня мы ее и рассмотрим. А второй автомобиль был в темно-синем цвете, и у него на крыше были установлены два светосигнальных
автомобильных маячка. И машина позиционировалась как автомобиль сопровождения российского президента. Также были установлены российские регистрационные номерные знаки. Но, честно, фотографию настоящего прототипа вот в таком исполнении я так и не нашел. Не исключаю, что такой автомобиль существовал, но на мою память лимузин в то время сопровождали американские внедорожники Chevrolet Suburban. А вот 140-е легковые Мерседесы, по-моему, президента не сопровождали, но могу ошибаться. И если посмотреть на качество покраски и сборки, то здесь особых нареканий нет. Прекрасно подобрана зернистость краски. И вот очень радует, что именно автомобиль окрашен не, скажем так, в привычный черный цвет, потому что черных Мерседесов в коллекции тоже довольно много. Но есть очень много вопросов. И первый вопрос – это как выглядит салон. Здесь, если вы посмотрите на дизайн сидений, то они больше присущи ранним версиям, до рестайлинг. На автомобилях после модификации пошел немножко другой дизайн салона. И также, если вы посмотрите на рукоятку переключения коробки передач, она расположена в неправильном месте. Конечно, рычажок на автоматических коробках тоже немножко сдвинут вправо, потому что слева идут циферки и буковки, но не так сильно, как на этом варианте. И также здесь одна половина сделана с поднятыми стеклами, а с водительской стороны стекло сделано, скажем так, в опущенном виде. Если посмотреть на дверные ручки, то они отлиты вместе с корпусом автомобиля, не очень ярко выражены углубления под хват, и вот именно дверные ручки мне больше нравятся, как реализованы на старой модели от Шабок. Но это тоже, скажем так, мои придирки. Хорошее качество хрома. Если посмотреть на заднее стекло, то здесь присутствуют нити обогрева, но вот такие оранжевые нити никогда не ставились на 140-е Мерседесы, там были очень тоненькие ниточки, их было много, и стекло, если на него смотреть и не приглядываться, выглядело как будто без обогрева. Но это тоже, скажем так, условности. Такой вариант, на мой взгляд, более симпатичный, если бы просто было обычное прозрачное стекло. Также на крышке багажника установлен значок «Трехлучевая звезда». Это деталь из самоклеющейся фольги, не фототравление. Также присутствует небольшая наклеечка с буковкой D, установлены немецкие регистрационные номерные знаки, и шильдик S500 здесь наклеен не только вверх ногами, но и задом наперед. Пятерка здесь справа, 2 нуля и буковка S слева. И, конечно, возможно, вы на камеру это не увидите, но вот видите, буковка S более округлая, а пятерка имеет более острые грани. И этот шильдик, скорее всего, я потом сниму и наклею другой, потому что, на мой взгляд, это не 8-цилиндровый автомобиль с 5-литровым двигателем, а версия с двигателем 3.2. Я тоже вам постараюсь объяснить, почему я так думаю. Если посмотреть на передние крылья, то здесь есть также вот такие хромированные крышечки с водительской и с пассажирской стороны, которые мне говорят о том, что сюда устанавливается флагшток. И я думаю, что это автомобиль, скажем так, посольства. И, возможно, на нем ездил какой-то дипломат. Это тоже, в принципе, небольшой нюанс, который выделяет эту модель на фоне остальных гражданских автомобилей. Хорошо получились колесные диски вот именно с таким рисунком. Диски устанавливались на этот вариант исполнения. И здесь машина сделана в двухцветном окрасе. И такой окрас больше присущ тоже более ранним модификациям. Хотя на рестайлинг-версии тоже встречались такие окраски, но это больше исключение из правил. Насколько я помню, на автомобилях после 1994 года в основном листва была под цвет кузова. Отлично получилась решетка радиатора, но здесь тоже есть некоторые вопросы. Такая решетка больше присуща в версии до рестайл, а на более поздних было больше хромированных тоненьких полосочек. Но опять же, такие варианты тоже встречались. Возможно, это переходная модель. Значок здесь из фототравления. Присутствуют небольшие стеклоочистители на передних фарах. Но вот сами фары у меня тоже вызывают вопросы. Получается, здесь вот такие какие-то кольцеобразные
линзы фар. И, возможно, это просто какой-то технологический нюанс, но, на мой взгляд, у Мерседеса они должны быть более прямоугольные. И вот эта светотехника мне напоминает некий китайский колхоз. Бампера здесь получились вполне реалистичными. Вот именно с таким дизайном решеточки снизу. Например, если посмотреть на модель от Spark, у нее передние и задние бампера сделаны совершенно неправильно. Там присутствует вот такая разделительная полоса, но нижняя часть бампера взята от версии Dory Style. И давайте открутим эту модель от подиума, чтобы посмотреть на нижнюю часть. Конечно, Иксо не блистал прекрасной проработки низа автомобиля, как, например, производитель Шуко и Mini-Chems, но здесь также очень много огрехов. И мне сложно сказать, с какой модели они взяли дизайн нижней части, но это не дно от 140-го Мерседеса. Конечно, здесь изображено все очень условно, но посмотрите, как сделан задний мост. Вообще он больше напоминает какую-то балку от УАЗика. Также здесь ниша под запаску сделана совершенно неправильно. Получается, если судить по вот этой форме, запаска должна стоять вертикально, как на старых «Жигулях», но на самом деле на Мерседесе запаска была в нише под бампер, и она была горизонтально, то есть здесь совершенно должен быть другой рисунок. Также не совсем верно сделан глушитель, и если вы посмотрите, здесь получается, что идет всего лишь одна труба. Даже если бы это была 5-литровая версия, здесь должно идти 2 трубы с 2 сторон, потом они идут как одно целое. Но здесь тоже получается совершенно неправильно. И неправильно сделан передний мост. Тоже не могу понять, что это такое. Даже если представить, что это закрытый кожух, тоже не совсем логично. И, например, я вам могу показать, как нижняя часть выглядит у старой модели от Шавок. Здесь более правдоподобное решение. Вот именно так выглядят рычаги на этом автомобиле. Характерные вот такие большие, скажем так, кости. Ну и можно посмотреть, как должен выглядеть глушитель на автомобиле. Конечно, повторюсь, у 5-литрового он немножко начинается по-другому, но вот дальше идет все примерно так же. И примерно такой же уровень проработки на более современной модели от Mini-Chems. Конечно, здесь тоже немножко добавили от себятины, но более-менее все выглядит достоверно. Так что тоже вот такие, скажем так, мелкие нюансы, которые немножко портят общее восприятие от этом в целом довольно хорошем автомобиле. И пишите ваши комментарии, есть ли в вашей коллекции похожая модель, что вы думаете об автомобиле от производителя Иксо Models. Если вам понравился видеоролик, то не забывайте поддержать его лайком, также вступайте в мои группы в социальных сетях, ВКонтакте и в Фейсбуке и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о выходе новых видео на моем канале. А если вы хотите посмотреть на другие Мерседесы, которые выходили в 43-м масштабе, то можете искать видеоролики, которые также выходили раньше на моем канале. А на сегодня это все. До новых встреч. Пока.